Привет, дачники! Мы сейчас будем делать вот эту садовую арку. Она была сделана еще летом, но были свои причины задержать это видео. Но вы же не прочь снова вернуться в теплый август? Начнем? У арки будет бетонное основание. Буром выкапываю ямы глубиной 1 метр. Средняя глубина промерзания в Московской области. Не спеша заняло у меня это 1 день. За сутки в мои ловушки попались куча лягушек, жучков и даже ящерица. Пришлось всех спасать. Затем на дно ям засыпаю песок и щебень. Со строительства дома, точнее его фундамента, остались асбестоцементные трубы, которые мне удалось порезать по метру. Устанавливаю их в пробуренные ямы щебеночной подушкой, выравниваю и засыпаю. Строительным уровнем проверяем ровность опалубки. Беремся за бетон. Разводим цемент с водой, как требуется. Пропорции почти всегда написаны на упаковке. Добавляем щебень. От соотношения этих материалов в составе бетона зависит его прочность. Все хорошо размешиваем с помощью специальной насадки на дрель. Важно не только соотношение материалов, но и важно хорошо размешать. Заливаем в цемент в трубы и утрамбовываем, простукиваем, чтобы максимально вышли все пузырики. Поверхность столбов мне нужна ровная, чтобы хорошо встали основания для колонн. Залили бетон и ждем суток-двое, а лучше 4. Но нам есть чем заняться. Мои столбики бруски 100 на 100, местами 102, 105. А основа под колонну у меня на 90. Поэтому надо сужать. Разметила, выпиливаю, тоже лобзиком. И потом забиваю. Так, ну приделаем наше основание для колонн к бетону. Сначала я использовала вот такие анкерные болты. С ними нужно, конечно, приноровиться. Я впоследствии потом от них отказалась. Они, конечно, классные. Они работают по принципу: чем больше затягиваешь, тем больше внизу идет расширение. И они в бетоне намертво остаются. Но я с ними намучилась. Хрен с ними. В итоге купила обычный глухарь, и все замечательно затягивается и работает. Вот он и гвоздик. Выравниваем основание для колонны по вертикали и горизонтали. Отмечаем точку для отверстия. Удобно еще сделать углубление для сверла, чтобы сверло в начале сверления не смещалось. Каждый миллиметр важен. Девчонка с перфоратором. Мне нужны глубокие отверстия под дюпеля. Для меня важно, чтобы моя уникальная малая архитектурная форма прослужила мне очень долго. Ух, жарко моей малышке. Наверное, после сарая буду делать навес автомобильный. Вставляем столбы в основание, смотрим, чтобы все было ровно. Крепим брус тоже с помощью винтов, сверлим отверстие, закручиваем с гайкой. На толщину бруса в 10 см закрутила в глухари 8 см. Да и 6 вполне. Чтобы сделать края верхних балок красивыми, я беру понравившийся рисунок из интернета, увеличиваю его до размеров своей балки, перевожу потом вот так
на лист обычной бумажки, прикладываю кусочку фанеры, сильно надавливаю и потом перевожу на этот кусочек фанеры. Сейчас обрежу. Вот получился вот такой кусочек, с помощью которого я легко этот рисунок буду переносить на свою доску. Вот сейчас все это дело я буду красить. Так, крашу я свою садовую арку опять Пинотекс цвета дуб. Вот такой приятный бежевый цвет. Беремся за установку верхней поперечины. Уровень проверяем ровность установки. Балки фиксируем саморезами или болтами. Крепим продольную перекладину. Вот такими разметками готовятся мои распорки. 4 штуки. Такие же уголки будут и на верхних перекладинах. Арка получается внутри столбов 140 сантиметров на метр и 2,15 высотой. С поперечинами ширина 180 сантиметров. Вот эти перекладины по 120. Я вставлю картинку с размерами в конце этого видео. Обязательно ставим распорки для лучшей устойчивости. Ветра и ураганы нам не страшны. Теперь из реек по бокам сделаем декоративную решетку для красоты и вьющихся растений. Тут будут у нас цвести розы и клематисы. По своей традиции делаю квадратики в решетке 12-13 сантиметров. Вот что получилось. Я очень довольна. И довольнее меня моя мама. Как вам моя садовая арка? Нравится? Обязательно выразите свои чувства лайком или словом в комментарии. Задавайте вопросы, я всем отвечаю. Вы мне очень много даете советов по продвижению моих видео, но каждый может мне помочь. Сделайте репост этого видео, его увидят ваши друзья. Это было бы здорово. Спасибо всем за добрые слова. Это очень ценно для меня. А теперь давайте на улице выключим свет. Как и обещала, все мои составляющие нажмите на паузу и изучите. Спасибо за просмотр, друзья. Я не с тобой. Нет, я с фотоаппаратом. Не-не-не, я с ума не сошла еще. Рано. Хотя бывает, я с собой разговариваю. Это все куку, да? Совсем кукушка поехал? Да? Ну ладно, что делать.